Всем привет! У нас сегодня интересное видео. Я вас сразу познакомлю с двумя людьми. С Сашей. Саш, можно тебя на минутку? Да. Саша хозяин этого мотоцикла. Как он правильно называется? Расскажи. Это Bajaj Pulsar 200 NS, 200 кубических сантиметров. Тут 23,5 кобылы. В принципе, достаточно популярный на данный момент техника в Украине. Он карбюраторный у тебя или инжекторный? Карбюраторный, да. Расскажу, для чего мы вообще здесь все встретились. Перед тем, как расскажу, познакомлю. Это Владимир Баранов. Мы находимся у него на сервисе. Человек-гонщик, мастер, механик. Многие его знают в нашей среде. Но те, кто не знают, знакомьтесь. Владимир Баранов. Встретились мы здесь с Саней и Вовой для того, чтобы с Сашиному мотоциклу, который вот этот желтенький, симпатичный, который прошел, Сань, сколько у него сейчас? 30 тысяч пробега, 30 и 100, да, там, километров, в общем. Мы встретились здесь с Вовой, попросили его дернуть время, чтобы он провел дефектовку двигателя, разобрал, и мы посмотрели с пробегом 30 тысяч километров, что произойдет в двигателе, измерительными приборами замерить этот двигатель и провести параллель с японскими и итальянскими брендами. Да, хотел бы пару слов добавить. Да, как владелец, расскажи, да, пожалуйста, тебе вообще нравится? Мотоцикл я хотел начать с того, что этот мотоцикл выпускается на том же заводе индийском, на котором выпускается и малокубатурная техника КТМ, и некоторая техника и Kawasaki на самом деле. То есть, в принципе, это младший брат, можно сказать так, КТМ Duke 200. Фактически тут есть некоторые взаимозаменимые детали, но есть и много отличий. И многие задают вопрос, насколько отличается данный мотоцикл от КТМ, насколько он по качеству хорош, насколько он отличается от китайских мотоциклов, можно ли его покупать. И вот, собственно, этим видео я пошел на то, ну и ребята идут все на то, чтобы на 30 тысячах, в принципе, в полностью рабочем мотоцикле расколоть движок. Сейчас проблем никаких у тебя нет, Ну, все работает, все никаких хорошо. Цепь, звезды поменять, но это стандартно, 24 тысячи прошла цепь со звездами, то есть это надо перекинуть, резину поменять, да. Но двигатель мы колем... Почему ты говоришь 24, если у него сейчас 30 пробег? Ну, потому что последняя звезда была замена на 6 тысячах, потому что я его брал, этот мотоцикл, когда ему было 6 тысяч. Ты сразу поменял цепи, звезды, то есть у него общий пробег на 30 тысяч. Да. Все понятно, спасибо, Сань, давайте приступим к разборке, сборке, следите, думаю, будет интересно. Спасибо, Сань. Вова тоже. Да, начинаем. Успехов. Да, работаем, Нам всем. помчали.
сцепление в сборе. Корзина там. Значит, вот эта гайка, которая держит сцепление, корзину сцепления на валу, она с обратной резьбой. То есть для тех, кто будет менять сцепление, туда лезть, не забываем, что откручиваем мы ее по часовой стрелке, а не против часовой. Такие гайки у нас найти крайне тяжело в магазинах. В обратную сторону все есть, а в эту сторону ничего нет. Поэтому помним об этом. Еще пару слов по сцеплению. Значит, посмотрел мастер на диски сцепления фрикционные. Говорит, что практически не используется, хотя сцепление прошло уже 24 тысячи километров. Так, мотор демонтирован. Цепь ГРМ под замену. Ну вот она уже на своих, она же видишь, как она вот шатается на, вот. Она потянута. То есть она потянута. Если вот берешь так вот подтягиваешь ее вверх, она здесь уже гуляет. Что сейчас делается? Сняли натяжитель цепи ГРМ. Цепи точно жопа. Чтобы на данном моторе снять цепь ГРМ, нужно выкрутить один из стаканов свечи. Просто на колечках. На резиновых, да? Вот немножко приклинил уязвление между собой, видишь? Ага. У нас под байках втулка стоит, и ты для того, чтобы, допустим, если у нас вот это звено упиралось в цепь ГРМ, Ага. мы не могли снять. Да. Втулку ты эту вынимаешь, Ага. смещаешь в сторону Да. и вытащил. А здесь А у нее юбка сзади. нет, ты знаешь, сделано, кстати, не по-китайски. Нет, мотор вообще, я так понимаю, что считается более-менее технологичным для 200. Нет, так мне вот нравится даже в плане проводки, да, немножко есть ширина вот разъемов. Пластмасса, да, такая какая-то немножко. Потому что вот этот люфт, это плохо. Это люфт подшипник рокера, да, который Подшипник по рокера, распределу. да. Ему уже плохо, и видно здесь на нем, как он скользил. То есть не вращался, а скользил. То есть, может, в какие-то моменты он даже приклинивал. Но износа визуального не видно на самих осях. Но они какого-то цвета мне не нравятся. Такое впечатление, что верхнего слоя нет. Ну, знаешь, оно должно быть или же потертое, или же блестящее. А тут оно... Ну, и потерто, и блестяще. Ну, мы померяем инструментом. В этом ролике, кстати, меньше люфт. Ну, то есть в данный момент вот эти рокера, которые стоят, они вообще без каких-либо Без втулок, ручных подшипников. без подшипников. Называется подшипник скольжения. То есть нету промежуточной какой-то опоры, которая связывает. Да, и так же самое видно на распредвале, как у нас
Подшипники скользили, типа. Не скользили, а точнее терлись. Ну. Временами. Можно увеличить. Вот у нас голова. 2 уха. Симпатичная. С небольшим количеством нагара. Небольшим, конечно, вполне допустим для такого пробега. Ну, значит, масло обладает хорошими моющими средствами. То, что здесь все горит, а ничего не присыхает, это тоже хорошо. Ну, чтобы поставили кучу свечей. Ну, тоже это показатель немаловажно. Ну, мы головку разберем немножко позже. А, так у него еще, походу, гильзованная. Это не кассет. Вообще огонь. Это запрессована сюда гильзушка. Что, даже фон есть, Тоненькая если она что? есть. Даже фоновое покрытие еще. Да. Еще достаточно хорошая. Но видно уже следы как бы колец. Особенно там, где Стопора, вспышка да? идет. Да, вижу. Поперечный. Да, но или хон был глубокий, или же износ маленький. Ну, То есть судя... задиров явных нет. Не, задиров нету вообще никаких, то есть там ничего не ломалось, нету никакого механического продирания. И даже тефлоновое покрытие достаточно хорошо сохранилось, потому что оно да, сохранилось по 2 вопросам. Или вот эта вот точка специально выведена сюда, чтобы оно Мне здесь- кажется, да, это точка трения. Вот так выглядит Porsche после 30 тысяч. Немножко потерто, естественно, от ручной поверхности. Юбка. Серьезно, хорошо выглядит. Нагар. У него реально нету износа относительно. То есть реально В сотых долях он не изношен. В сотых долях он не изношен, да? Если там микроны нам здесь уже не нужны. Получается, износа в принципе нет. На 30 тысяч. Да, но это ж мы должны знать, что этот цилиндр, он у нас имеет некое свойство по износу. Он запрессованная чугунная гильза. И это более износостойкий материал. того новый блок цилиндра, новый палец, ну, пружинка, понятно, новый поршень с кольцами, ну и прокладка новая. Но в принципе, учитывая состояние старых деталей на 30 тысяч пробега, можно было бы еще ездить и, наверное, ездить еще б сезона 2 при моей езде, оно бы спокойно отходило и, наверное, без каких-либо проблем. Но сейчас, может, Володя скажет по-другому. Но он говорит, что, конечно, если есть новые детали, и коль мы уже разобрали двигатель и что-то делаем, то, конечно, лучше их поменять. Наверное, я с ним согласен. При общей невысокой стоимости этих запчастей, блока, поршня, пальца, колец, наверное, это правильное решение. Все сразу заменить и знать, что этот уже комплект еще точно 30 тысяч проходит. В принципе, цепь пришла уже за 22, не больше, 24 тысячи. Прошли звезды и цепь родные причем. Ну, цепь сальниковая, конечно, поэтому столько прошла. Обслуживалась каждые 500 километров нормально. Вот ведущая звезда сюда одевается. И вот от цепи, собственно, с момента последней смазки, чистки прошло достаточно много времени, уже больше 500, где-то 700 километров. И это вот налет, собственно.
На данный момент двигатель разобрали, располовинили. Вот у нас вскрытый двигатель Для внутри. того, чтобы посмотреть состояние коробки передач шестеренок. Посмотрели, оценили. Профилактировали, шестеренки износа критического не имеют. Подшипники все целые, копирный вал тоже. Можно его, так сказать, опять вернуть в исходное положение. Мотоцикл. Мотор. Ну, мотор. Картер. То есть мы закрываем это все обратно, ставим новую прокладку. Да, Ну а дальше уже по дефектовке всего остального это будет дальше. Делаем, да. Есть. Его можно в поле менять, этот мотор. Что его крутить? Слушай. А мы затираем. Вов, расскажи, пожалуйста, ты как человек, который занимался сборкой-разборкой этого мотоцикла, который прошел 30 тысяч километров и заглянул как и в двигатель, так и вообще на сам мотоцикл. Расскажи, пожалуйста, о своем впечатлении, вот эти все болтики, качество, какое произвело на тебя впечатление, что понравилось, не понравилось, касательно вот просто сборки-разборки для начала. Ну, впечатление первое на твердую четверку на самом мотоцикле. По пятибалльной системе? Естественно. Вот. Доступно, удобно, все разбирается, ломать ничего не надо. Это уже важно. Ну, чтобы снять. И потом еще оно собирается после разборки. Качество более-менее тоже на твердую четверочку. И износ тоже соответствует УЕД своим 30 тысячам для одноцилиндрового двигателя. Ну, 30 тысяч вроде бы не маленький пробег, а ты вот когда заглянул в двигатель, когда ты его разбирал вообще, разобрал, износ запчастей в двигателе, он тебя сильно поразил или он был каким-то допустимых в нормах, которые Не, все, что должен был произойти? Все, что мы сняли и перемерили, даже мерителем такие трущиеся поверхности, они были в удовлетворительном состоянии и мерительным инструментом проверили износ в лимитах, как бы за свои пределы не выходит.
А вообще ты вот как человек, который постоянно сталкивается с какими-то японскими мотоциклами, там, европейскими и итальянскими, постоянно их там разбираешь, эти двигатели, смотришь. Ты когда столкнулся с этим двигателем, я думаю, ты разбирал с подобным пробегом. Разница очень большая в этих двигателях? Или оно вот примерно можно провести какую-то параллель в запчастях, в доступности, в сервисном обслуживании? Все принципиально одинаково. Практически отличаются только конструктивно друг от друга все двигатели. Ничего нового я там для себя не увидел, ничего такого слабого тоже не увидел. Достаточно хорошо сделано, достаточно как бы доступно и качественно. И износостойко. Даже Ну, та же да. цилиндропоршневая группа. Вова, расскажи еще по двигателю, вот ты когда делал дефектовку двигателя, что ты там выявил, какие запчасти менялись, и нужно ли их было там вообще менять на 30 тысячах, стоило ли так разбирать двигатель, или можно было еще поездить на этих запчастях? Что ты там увидел, когда ты его разобрал? Из всего того, что я выявил и пришлось заменить, это цепь ГРМ, она растянулась от этого пробега. Ну, это естественный износ, как и для такого как бы класса мотоцикла, она и маленького размера цепь, и тоненькая. Потом толкатели клапанов, так называемые рокера. Эти рокера, они толкают клапан посредством передачи, так скажем, кинематических усилий от рассветвала. Там есть подшипник, и он уже тоже износился, и появился в нем небольшой люфт. Это ощутимо на ощупь, так как он не разбирается, он там запрессован с завода. Мы приняли решение его поменять, все рокера впускных и выпускных клапанов. Цилиндропоршневая группа. Мы посмотрели, что нету такого следов износа, трения чрезмерного, там каких-то перекосов. Геометрия как бы двигателя достаточно неплохая. То есть все соосно, ортогонально. Трется здорово, масляная подача идет так, как положено. Но мы приняли решение поменять, так как у нас была возможность поставить новый цилиндр и поршень. Поставили для того, чтобы лишний раз не снимать ни двигатель, ни мотор. То есть получается, не цилиндр. на 30 тысячах можно было этого всего не делать. Он Можно бы еще было мог не делать, поездить и Но не лучше ломаться. при такой дефектовке мы выявили, что обязательно была замена, это цепи ГРМ. Это номер 1, номер 2 это рокера, и номер 3 уже, так как мы разобрали, поменяли цилиндропоршневую группу. Получается, вот эти 3 детали нужно было менять на 30 тысячах. Да. В головке блока цилиндров мы убедились визуально, так скажем, осмотрев, что сальники клапанов, они еще достаточно хорошо свои технические свойства выполняют и не пропускают масло. Это нету следов нагара на клапанах. Посмотрели, убедились, что нету люфтов направляющих, нету у нас, так скажем, износа клапанов. И все здорово. Но Всё. когда ты его разбирал, то соплений никаких на двигателе не было. Нет. Немножко мне не понравилось то, что приходилось принимать какие-то усилия для его разборки. Там нужно Для было, снятия именно двигателя, да? для разборки самого двигателя. Нужно было там немножко подогреть феном для температуры, нужно было там немножко монтировочкой напрячься. Ну, я же говорю, на твердую четверку. Если как бы этот мотор обзавестись оснастками и Специнструментом. специнструментом, специальным, да? потихонечку как бы нужные ключики, нужные съемнички, нужные. Мы даже уже изготовили один съемничек для снятия магнита, так как там специфическая даже левая резьба. Все потихонечку мы в коробочке это собираем, и нам уже в следующий раз, если появится подобный двигатель, уже будет разбирать его значительно проще. Еще вопрос, который интересует вот меня очень сильно. И я от многих людей слышал, что на некоторых запчастях в двигателе с обратной стороны, либо там где маркировка, написано КТМ, потому что эти мотоциклы собираются на одном заводе. Встречал такую маркировку именно Да. на этом мотоцикле? Да, Было, да, правда, да, есть. есть. Но Но это не запчасти, это крышки, как бы на остальных там деталях я не рассматривал, но вроде как ничего там я больше не видел. Но по образу и подобию он КТМовский двигатель, потому что Ну, я знаю, ты вот по кроссовой теме постоянно с ними сталкиваешься. да, у них немножко отличается голова. Здесь она более упрощенного типа. То есть это все-таки КТМ на самом деле по запчастям. В первом приближении. Спасибо, Вов, что занимался этим мотоциклом. Приятно было проводить с тобой время. Уверен, что еще не раз увидимся. Спасибо тебе большое.
Как заключительная часть всего видео по разборке двигателя данного мотоцикла, я напоминаю, это Bajaj Pulsar 200 NS с пробегом 30 тысяч, 2013 года модель, 26 тысяч из которых прошел я на этой модели за последние 1,5 сезона. По поводу того, как снимается двигатель с этого мотоцикла, механик был в принципе доволен, потому что все доступно, все удобно, даже звучала фраза, что в данной модели мотоцикла двигатель можно перекинуть прямо в поле, он достаточно легко снимается. Вот. И, собственно, по всей конструкции у него не возникло вопросов. Он говорит, что это на твердую четверку даже выше, потому что здесь все сделано нормально, все хорошо, в отличие от, например, китайских мотоциклов. И не намного хуже, можно даже и не хуже, чем в японцах и в европейцах. По поводу двигателя самого, после того, как мы его разобрали, посмотрели и дефектовали, значит, из негативных вещей, это то, что действительно на этом пробеге надо было уже смотреть на цепь ГРМ, и мы ее заменили, потому что она уже немножко подрастянулась и, в принципе, была под замену. То есть за этим надо следить. И не понравились еще и коромысла, то есть рокеры, у которых подшипники, катящиеся по распредвалу, тоже уже были изношены. То есть рокеры мы тоже заменили. Хотя валы рокеров, на которых они сидят, в принципе, выработку мы промерили, выработка небольшая. Зато позитивных моментов достаточно много по двигателю. Например, выработки по цилиндропоршневой группы вообще никакой нет. То есть мы промерили нутромером сам цилиндр и внимательно смотрели на поршень. Никаких задиров, никаких царапин в цилиндре, ничего вообще противоестественного нет. Причем на таком пробеге. Даже хон сохранился. И я, в принципе, бы и не менял цилиндропоршневую группу, но коль она уже была, и коль компания Motomania, это представитель официальный Bajaj, нам такие запчасти предоставил, поменяли. Еще что было сделано по данному мотоциклу. Последние 26 тысяч я прошел на цепи звездах родных, которые вот сейчас пришлось поменять. И, естественно, там небольшое изменение к внешнему виду мотоцикла. Сейчас скатал свою резину родную, и спереди у меня сейчас стоит 120 вместо 110, а сзади я поставил 150 на 70 на 17. Стоковая резина это 130, 70, 17. То есть я очень сомневался, что 150 может туда встать, но она встала. Все, собственно, больше ничего не делалось, все остальные узлы смотрелись, сцепление идеально, практически новое, и двигатель вообще, чистенький, хороший. По голове мы посмотрели, что нагара вообще никакого, лишнего ничего нет. По направляющим и клапанам видно, что они в идеальном состоянии, то есть там нигде ничего не подтекает, не протекает, не пригорает и так далее. На 30 тысячах этот мотоцикл прекрасно себя чувствует вообще, и как по раме, пластику, так и по двигателю и ходовой части. Единственное, что вот все-таки следует следить за цепью ГРМ и рокерами. Собственно, все. Спасибо за просмотр данного видео. Хотелось бы в конце еще выразить благодарность всем тем, кто участвовал в процессе разборки этого, команде RS Moto, Владимиру Баранову в мастерской и, конечно, компании Motomania, официального представителя Bajaj в Украине, который помогал тоже в подготовке данного видео. Всем спасибо. Этот мотоцикл будет дальше ездить у меня. Я надеюсь, еще долго и счастливо.